Громкое расследование и официальное признание, как в Украине курсант расстрелял военных инструкторов в учебном центре. Масштабное наступление. Армия готовится идти в атаку. 160 тысяч россиян попытаются прорвать фронт в ближайшие недели. Трамп подарил войскам РФ окно возможностей для достижения успехов. Детали. Калининград под прицелом. В НАТО заявили о сверхскорости и возможностях по нейтрализации этой территории. Каким будет ответ России? Громкий скандал между Украиной и Венгрией. Будапешт ввел санкции против украинских военных и заявил, что украинцы призывают брать венгров на ножи. Какова позиция Киева? Украина готовится передать США технологию для подготовки к войне нового поколения. В какой сфере американцы отстают от Украины, России и Китая? И почему у Зеленского заговорили о необходимости встречи с Си Цзиньпином? Резкое заявление. Москва готовится нанести удар по Германии и не только. Названо условие применения оружия против союзников Киева. Узбекистан планирует разрешить частникам трансплантацию органов, а в ТикТоке назревает бунт. Масштабные протесты сотрудников. Исчезнет ли любимое приложение миллионов? Об этом и не только. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. В Украине проводят масштабное расследование, связанное с расстрелом военных инструкторов. Информацию о том, что на территории учебного центра в Черниговской области курсант застрелил 2 инструкторов-военнослужащих, уже официально подтвердили, как в полиции, так и в ВСУ. Изначально эта информация появилась в телеграм-каналах. Итак, известно немного. Все произошло еще 16 июля. Стрелок задержан. В сухопутных войсках Украины говорят, что сейчас принимают все меры для выяснения причин и обстоятельств трагедии, а также, внимание, для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Курсант, открывший огонь из автомата, предстанет перед судом по статье «Умышленное убийство». Расследованием мотивов занимается также военная служба правопорядка ВСУ, заявляют в Украине. Во время выполнения упражнений по боевой стрельбе курсант произвел несколько выстрелов из автоматического оружия в сторону инструкторов-преподавателей, в результате чего 2 военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью. Трамп подарил российской армии окно возможностей для достижения успехов на линии фронта. Речь идет о 50-дневном ультиматуме Путину, который американский президент выдвинул на днях. Об этом пишет CNN. На 51-й день он, как вы помните, обещал ввести 100% пошлины. Авторы материала уточняют, что возможные успехи ВС РФ ставят под угрозу ключевые украинские опорные пункты на востоке страны. И в течение ближайшего времени стоит ожидать одного из самых масштабных наступлений армии России, сообщает CNN. Ожидается, что в ближайшие дни или недели Россия начнет масштабное летнее наступление, возможно, задействовав до 160 тысяч военнослужащих, которые, по словам украинских официальных лиц, сосредоточены у линии фронта. Однако уже в последние 2 недели Россия добилась небольших, но критически важных продвижений, улучшив свои позиции для возможного окружения украинских войск в 3 ключевых городах Восточного фронта – Покровске, Константиновке и Купянске. Западные аналитики при этом отмечают, что Россия может добиться успехов не только на земле за эти 50 дней, но и на дипломатическом фронте и вновь переиграть Вашингтон. В частности, у Москвы есть время, чтобы придумать свой собственный альтернативный план, который может загнать Трампа в такое положение, что он пойдет на новые условия Кремля. Напомню, на этой неделе Зеленский заявлял, что Украина видит намерения и попытки развития наступательных действий российской армии, но при этом уверял, что армия РФ значительно отстала от ожиданий своего командования на это лето. Это была цитата. И анонсировал дальнобойные удары по России. Калининградская область в центре внимания НАТО. Армия США совместно с союзниками по альянсу приступает к реализации нового плана под названием «Линия сдерживания восточного фланга», направленного на усиление сухопутных возможностей и развитие военной и промышленной совместимости внутри НАТО. Об этом заявил генерал Кристофер Донахью, командующий армией США в Европе и Африке. Defense News уточняет, Донахью говорил о важности и необходимости сдерживания угроз с суши. По данным издания, приводя пример, Донахью вспомнил Калининград шириной всего около 75 километров, который окружен со всех сторон странами НАТО. По словам генерала, армия и ее союзники теперь обладают возможностью нейтрализовать эту территорию с земли в беспрецедентно короткие сроки, быстрее, чем когда-либо прежде. Мы уже спланировали это и разработали соответствующие решения. Масштаб и инерция, с которыми Россия способна действовать, это вызов, но мы создали возможности, чтобы справиться с этой проблемой.
План также включает систему для обмена данными. У НАТО уже есть эта система. Это платформа искусственного интеллекта, которая обрабатывает огромные массивы данных и помогает военным командирам быстро принимать решения. Также генерал добавил, что в НАТО хотят, чтобы все системы были с возможностью опционального управления человеком, будь то ПВО или системы дальнего огня. В России восприняли слова Донахью как желание Альянса стереть Калининградскую область и пригрозили ядерной доктриной России. Что думаете о заявлении сторон? Оставьте свой комментарий под этим видео. Громкий скандал между Украиной и Венгрией. Будапешт продолжает атаковать Киев. На этот раз премьер Венгрии Орбан заявляет, что на Закарпатье в Украине была атакована венгерская церковь, на которой в последующем оставили ксенофобскую надпись. Орбан заявил, что будет ответ. Украинского посла вызвали на дипломатический ковер. На Закарпатье подожгли храм, а на его стене написали «Венгров на ножи». Принудительная мобилизация, убийства, поджоги храмов, подстрекательство, запугивание. Все это происходит с нашими, с венграми, в Закарпатье. Мы не оставим это без ответа. Вы можете на нас рассчитывать. Напомню, что накануне Орбан с сарказмом заявил, что не знает, где находится Украина. В частности, его слова были такими, цитирую: «Украину нужно определить, потому что сейчас мы даже не знаем, что это и где она расположена». Конец цитаты. Это заявление не осталось незамеченным украинским МИДом. Там опубликовали ответ, сгенерированный искусственным интеллектом, в частности, чат-ботом Грок. В ответе была информация про Украину и ее координаты, а также площадь. Украина – суверенное государство в Восточной Европе, независимое с 1991 года после распада СССР. Россия оккупирует примерно 17% территории – Крым, части Донбасса, Херсона, Запорожья – по состоянию на июль 2025 года, но границы признаны международно. Равно как Орбан, так и глава МИД Венгрии на этой неделе заявили, что готовы ввести санкции против Украины из-за мобилизации и действий ТЦК в стране. И они это сделали. Будапешт ввел санкции против 3 украинцев, военных, представителей Минобороны, которых обвинили в смерти этнического венгра, который, по версии того же Орбана, умер из-за избиений в военкомате. Совет Европы должен знать, что в Украине происходят физические нападения, что людей избивают только за то, что они не хотят идти на войну, не хотят отправляться на фронт из-за этой насильственной принудительной мобилизации. Поэтому вчера мы инициировали в Брюсселе включение 3 высокопоставленных должностных лиц украинской армии и Министерства обороны в санкционный список ЕС. Мы просим Европейский Союз включить в санкционный список главу управления кадрами сухопутных войск Украины, командующего Западным оперативным командованием и руководителя Департамента мобилизации Министерства обороны Украины. До тех пор, пока это не будет сделано, мы сделали свой шаг и приняли меры, чтобы все 3 не смогли заехать на территорию Венгрии. Таким образом, все 3 получили запрет на въезд в Венгрию. В Киеве уже отреагировали и на эти события. В МИД заявили, что Украина не принимает политических манипуляций со стороны Венгрии и категорически не допустит пренебрежения к украинским военным. Это была цитата. Кроме того, в Киеве дали понять, что отставляют за собой право реагировать должным образом. Напомню, в ВСУ заявляли, что военные не причастны к смерти мужчины, который, по данным сухопутных войск, был гражданином Украины, самовольно оставил часть и умер от тромбоэмболии легочной артерии. Друзья, также и по этой теме интересен ваш взгляд, напишите свое мнение, если не затруднит. Также поставьте лайк и подпишитесь на канал Время Прядко. Американцы отстают от Украины и России в сфере дронов. Это вызывает тревогу в Белом доме. А Зеленский при этом предлагает Трампу, как пишет западная пресса, мега-сделку. Киев дает Вашингтону опыт, знания и испытанные в бою украинские дроны в обмен на закупку целого пакета американских вооружений. О том, что такие переговоры идут, заявил сам Зеленский в эксклюзивном интервью Нью-Йорк Пост. Украина заявляет, что готова помочь США подготовиться к войнам нового поколения. Американцам нужна эта технология. Она должна быть в вашем арсенале, сказал Зеленский, говоря об украинских дронах, способных преодолевать российскую ПВО, уничтожать тяжелые бомбардировщики и наносить удары на глубину до 1300 километров за пределами границы. Как пишет Нью-Йорк Пост, возможное соглашение между США и Украиной может существенно изменить ситуацию для американской армии и системы нацбезопасности. Эксперты предупреждают, что США серьезно отстают в сфере беспилотников, в том числе и от Китая, а американские военные недостаточно подготовлены к использованию таких технологий или защиты от них. Потенциальная сделка между США и Украиной совпала по времени с новым распоряжением министра обороны США Пита Хексета о сокращении бюрократии в сфере американского производства дронов. В служебной записке Пентагона подчеркивается, США должны нарастить темпы, чтобы не отстать на фоне взрывного роста производства военных дронов по всему миру.
О Китае, кстати, говорят не только в США, но и в Украине. В офисе Зеленского на фоне 50-дневного ультиматума Трампа Путину заявили, что Зеленскому пора встретиться не только с американским президентом, но и с лидером Китая Си Цзиньпином, встречи с которым за все время с 2022 года просто не было. В Украине назвали отсутствие такой встречи странным событием. Ермак также призвал лидера Китая стать миротворцем и согласиться на встречу с Зеленским впервые с начала полномасштабного вторжения. Странно, что президент Си никогда не встречается с президентом Зеленским. «Я думаю, пришло время», — добавил он. В России же намекают, кстати, не первый раз за последнюю неделю, что пришло время и для встречи Украины и России за столом переговоров. Дата новой встречи пока не определена. При этом в МИД России дали понять, что Москва не отказывается от своих целей и не приемлет ультиматумов от США. А Вашингтон накануне вновь повторил, если в течение 50 дней не будет договоренности о прекращении огня в Украине, то Москва столкнется с очень высокими тарифами и вторичными санкциями. Напомню еще раз, язык ультиматумов, шантажа и угроз для нас неприемлем. Мы будем предпринимать все необходимые шаги для обеспечения безопасности и защиты интересов нашей страны. В таких условиях актуальной задачей достижения целей специальной военной операции, я еще раз повторю, по демилитаризации и по денацификации Украины только возрастает. В МИД РФ также заявили, что Россия готова нанести удар по Германии в том числе, да и в целом имеет право применять оружие против помогающих Украине стран. В частности, Захарова заявила, что Москва решительно ответит в случае использования Таурус против нее. Напомню, что Писториус буквально на днях заявил, что Германия не будет поставлять Украине немецко-шведские крылатые ракеты Таурус. При этом немецкий министр дал понять, Россия и Украина под увеличительным стеклом Берлина. Там изучают военный опыт двух стран и, как и США, делают ставку на дроны. Помимо базовых навыков, мы также хотим уделить внимание новейшим разработкам. Вы могли это видеть ранее. Например, мы интегрируем в обучение уроки из текущих конфликтов, особенно из войны России против Украины. Например, технология дронов, которая стала неотъемлемой частью войны в Украине и приобрела за последние 2,5 года масштабы, которые, я думаю, никто не ожидал. В Гермерсхайме наши люди уже узнают, как и об опасностях, так и преимуществах дронов, их применению и защите от них. Мы обучаем их, как лучше всего защищаться от атакующих дронов, но также и как их использовать. Мы называем это универсальной подготовкой, то есть своего рода базовым модулем обучения для всех будущих военнослужащих. В Узбекистане может произойти резкий поворот в сфере здравоохранения. Частным клиникам впервые планируют разрешить проводить операции по пересадке органов. Речь идет не о полной либерализации, а о допуске ограниченного числа частных клиник, способных соответствовать медицинским и этическим стандартам. Такую позицию озвучил ректор Central Asian Medical University Нурило Мамасадиков, подчеркнув, что сегодня тысячи узбекистанцев вынуждены ехать за рубеж, в Индию, Турцию, Иран, чтобы получить шанс на жизнь. В то же время, по данным начальника управления здравоохранения Кашкадарьинской области Алишера Бобоева, проект постановления президента уже на стадии согласования, а публикация документа ожидается в ближайшие 2-3 недели. В Минздраве рассказали, какие операции могут стать первыми в Узбекистане. В Минздраве подтверждают, что поток пациентов, выезжающих за рубеж ради трансплантации, постоянно растет. Представитель ведомства Жалалидин Асамуддинов заявил, что допуск частного сектора к трансплантологии может решить эту проблему, однако подчеркнул, что внедрение пойдет поэтапно. На первом этапе частным клиникам могут разрешить выполнять пересадку роговицы глаза, а затем уже проводить более сложные операции. Бунт в ТикТок. В самом сердце немецкой столицы кипели страсти. До сотни сотрудников одной из самых популярных платформ вышли на улицы, чтобы выразить протест против массовых увольнений. Причина – их работу по модерации контента хотят заменить искусственным интеллектом. По данным профсоюзов, под удар попали примерно 150 сотрудников из отдела модерации и еще 15 из лайвстрим команды. Людей, которые ежедневно защищали миллионы пользователей от нежелательного и опасного контента, теперь просят на выход. Свою тревогу открыто выразила Сара Тегге, представительница команды модераторов. Она считает, что искусственный интеллект не чувствует страха, горя или даже отвращения и не сможет по-настоящему отличить опасное от безобидного. Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что TikTok особенно популярен у молодежи. Согласно данным Social Media Atlas, 73% подростков в Германии от 16 до 19 лет активно пользуются платформой. Сотрудники требуют выходного пособия в размере 3-годовой зарплаты и уведомления об увольнении за год до его вступления в силу.
Речь идет о том, что TikTok очень быстро принимает решения, меняет их, создает здесь базу. Они очень быстро создали офис и трудоустроили 500 сотрудников. Как только это было сделано, начались новые планы. И теперь, что особенно серьезно, вся команда, отвечающая за модерацию контента, подлежит увольнению. Это изменение в работе компании – очень серьезная мера. И, прежде всего, это опасно из-за контента, который, как мы опасаемся, будет распространяться на платформе без контроля, потому что искусственный интеллект не может выполнять ту работу, которую выполняют модераторы контента. Друзья, хорошего вам дня. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Оставляйте также свои комментарии под этим видео. И я напомню, что новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи.